Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием Chevrolet Collection, где я вам показываю одноименные автомобили, выходившие в рамках бразильской журнальной серии. И данная серия стартовала в 2015 году. Она уже завершилась, насчитывает 71 регулярный выпуск, и помимо базовых моделей, также были бонусные издания для постоянных подписчиков, куда входили различные специализированные автомобили, кареты скорой помощи, полицейская техника и также довольно интересные грузовички и пикапы. И у меня собраны далеко не все модели, которые выходили в рамках этого проекта. Я на них наткнулся совершенно случайно. Естественно, в бразильских киосках я их не покупал, а увидел в одном крупном европейском модельном магазине. И, видимо, там продавали нераспроданные в Бразилии остатки, и были только масштабные копии без журналов, и цена на эти издания варьировалась от 3 евро 95 центов до 25,99. И, видимо, магазин сам устанавливал цену в зависимости от популярности масштабной копии. Ведь в Бразилии на каждый выпуск была фиксированная цена. И меня поначалу заинтересовали копии американских автомобилей, потому что я большой поклонник подобной техники, но также ради ознакомления взял пару копий европейских машин. Это был Chevrolet Vectra и Chevrolet Omega. И на эти модели я делал обзоры в начале данной рубрики. И модели в целом мне понравились, хотя тоже есть различные недочеты, огрехи в плане передачи образа прототипа, не очень качественная покраска и встречается откровенный брак. И вообще удивительно, как люди до сих пор покупают журнальную серию за баснословные деньги. И как-то общался с одним производителем подобных масштабных копий, и он мне сказал: а что ты хочешь от этих недорогих машин? Но, конечно, хотелось бы лучшего качества сборки, ведь это все же изделие, предназначенное для коллекций. И если посмотреть на бразильские автомобили, то они тоже довольно необычные. Некоторые машины полностью копируют американский автопром, некоторые машины являются некими гибридами, которые визуально походят на американские автомобили, только у них видоизменена передняя и задняя часть. Есть точные копии европейской техники. Не так давно вам показывал еще один пикап Chevrolet Chevy 500, который был сделан на базе немецкого Opel Corsa. А есть довольно необычная техника, как раз мы сегодня и рассмотрим похожий автомобиль. И данный Chevrolet 3100 предлагался не только в рамках журнальной серии. Я видел похожий автомобиль в коробочке White Box. Он стоил 22 евро 95 центов, и машина не сильно отличалась от журнального аналога. Единственное, вместо оранжевых крыльев и крыши у машины они были окрашены в темно-бордовый цвет. И также предлагался эвакуатор. На такой базе в кузов просто установили крановую установку. И Chevrolet 3100 также есть и у других брендов, правда, это уже не бразильская разработка, а чисто американский автомобиль. Была вполне хорошая модель у Carrarama, также была модель из полимера у Esval, были некоторые пикапы у Greenlight и также были модели ручной работы. Некоторые автомобили тоже есть в моей коллекции, и как раз сегодня для сравнения я вам приготовил одну модель от Carrarama, одну модель из серии Road Signature, это Ford F-150, но как раз вы можете посмотреть уровень его проработки. И одна модель пикапа из российской серии автолегенды СССР и соцстран, но по большому счету это перепаковка нераспроданных польских остатков. И уже говорил, мне у бразильских моделей очень понравились дисплей-кейсы. И, например, подобную журнальную серию можно брать ради упаковки, чтобы в коробочке ставить те автомобили, у которых не было упаковки изначально. Вы можете взять самую недорогую модель за 3 евро 95 центов, ее выбросить и оставить коробочку. И на подиуме присутствует значок Chevrolet, также указан прототип, машина 59 года, и дисплей-кейс пакуется в блистер с черной подложкой, на задней стороне которого указана информация об импортере. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. И также есть небольшая табличка, говорящая о том, что эти модели сделаны по лицензии General Motors. И давайте уберем блистер, посмотрим на автомобильчик поближе. И это не самая лучшая модель в плане покраски, несмотря на то, что в лакокрасочном покрытии не так много соринок.
очень некачественно нанесен второй цвет. И, видимо, сделали плохую маску, поэтому видны наплывы на базовом белом цвете. И опять же, можно подкорректировать эти моменты, можно полностью перекрасить масштабную копию, но по цене затрат это выйдет как хорошее дорогостоящее изделие. И лично мне уже надоело постоянно дорабатывать каждую журнальную масштабную копию. Вполне нормальный хром. Из хрома здесь стеклоочистители, зеркало заднего вида, ободки на фарах, также декоративный молдинг на облицовке, и в хроме сделаны задние фонари. И сами лампочки обозначены красным лаком. Вполне хорошие колесные диски с отдельными колпаками. Покрышки более-менее попадают в 43-й масштаб, но у них не очень хороший протектор для подобного пикапа и отсутствует боковая маркировка. Дверные ручки обозначили серебристой краской, это одно целое вместе с кабиной грузовичка, и также из-за того, что салон полностью черный, сложно рассмотреть, что находится внутри. Присутствует рулевое колесо, скорее всего, есть переключатель скоростей и что-то похожее на сиденье. И опять же, при желании можно разобрать модель, окрасить все самостоятельно, но пока что не буду заниматься этими доработками. И мне нравится дизайн подобных машин, и чем-то мне этот автомобиль напоминает американские Форды. И это некая смесь бразильских автомобилей, американских, возможно, что-то есть от европейской техники. Передний бампер белого цвета, установлены красные регистрационные номерные знаки, и поворотники просто обозначили серебристой краской. И серебристая краска не очень качественная, она стирает от малейшего прикосновения, и как раз вы можете видеть, уже стерлись поворотнички на моем автомобиле. Нужно будет их подкрашивать. И с правой стороны присутствует хромированная крышечка на топливный бак. Кузов у этого автомобиля детализирован тоже более-менее нормально. Это пластиковая деталь. На заднем борту присутствует значок и надпись «Шевроле». И установили выхлопную трубу. Правда, это черная пластиковая деталь и отсутствует сквозное отверстие. И давайте открутим этот пикап от подставки. Покажу, как у него сделана нижняя часть. Зачастую на продукции Иксо шляпки винтиков под треугольную отвертку, и не у всех подобная отверточка есть, чтобы открутить эти детали. И люди используют различные хитрости, например, надфили и так далее. Также есть фиксатор, который предотвращает вращение модели на подставке. И уже говорил, у этих машин не очень хорошо проработана ходовая часть. И в этом плане лучше проработка днища у российского издания от D'Agostini. Но есть что-то похожее на переднюю балку, двигатель, коробку передач, также выхлопная труба и не очень красивые крепежные отверстия, которые разрезают узлы автомобиля. И указан прототип Chevrolet 3100, пикап, тоже странно написано, возможно на бразильском, масштаб 1 к 43 и модель изготовлена в Китае. И это довольно легкая машина, несмотря на крупные размеры. И давайте покажу вам другие пикапы, которые есть в моей коллекции. Например, старую модель от Carrarama, которая покупалась в свое время за 180 рублей. И как раз вы наглядно можете посмотреть, что хорошая модель не обязательно должна быть дорогой. И Carrarama — это наглядный пример, как можно делать качественные изделия за относительно небольшие деньги. И мне всегда нравились эти модели, они порой даже сделаны лучше, чем у премиальных брендов. Это тоже Chevrolet 3100, только для американского рынка. И у этой модели открываются дверки. Правда, они довольно туго открываются. Хорошо проработан салон. Прекрасные колесные диски. Тоже очень много деталей из хрома. Присутствуют регистрационные номерные знаки. В кузове также добавили деревянные брусочки.
И вот так выглядит нижняя часть. Закрепили запаску, окрасили выхлопную трубу. И вы можете посмотреть, как автомобили отличаются друг от друга в плане дизайна. И, кстати, у этих машин довольно крупная кабина. Я вам покажу этот элемент от ГАЗ-53. И вы можете посмотреть, кабина у пикапа Chevrolet практически такая же по габаритным размерам. И можно из этой кабины сделать похожий пикап. И могу вам показать Ford F-150. Тоже довольно старая модель, она тяжелая, металлическая. И на этот пикап я поставил колесики и покрышки от Maestro Models, потому что изначально оригинальные колеса выглядели очень игрушечно. И у меня довольно много американских машин от этого бренда. Если у вас будет интерес, я на них тоже как-нибудь сделаю отдельный видеоролик. Опять же, эта модель по современным меркам, возможно, выглядит примитивно, но на начало 90-х годов другого попросту не было. Еще раз повторюсь, я большой поклонник американской техники и стараюсь собирать по возможности эти модели в свою коллекцию. И последний автомобиль, который я покажу в рамках сегодняшнего видеоролика, это Тарпан. В белом цвете, съемный тент. Как раз вы можете посмотреть, как сделана ходовая часть у этой масштабной копии. Согласитесь, она выглядит более правдоподобно, чем у бразильской журнальной серии. Глушитель я уже самостоятельно окрасил, изначально он был тоже из черного пластика. Вот такая вполне симпатичная модель, которая может стать украшением вашей коллекции, если вы собираете различные иномарки. И пишите в комментариях, что вы думаете о бразильской журнальной серии. Хотите ли вы продолжение рубрики? Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые не демонстрировались на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.